Слава Україні! Сьогодні з вами я, Каріна Чернявська, і ви дивитесь «Тримайтесь там». Рада вітати вільних людей країн Європи. Hello! Я веду програму з Литви, а Литва офіційно визнала Росію терористичною державою. У відповідь представник МЗС рашистів Марія Захарова назвала Литву екстремістською. А терористи та екстремісти – вони як інь та янь, як дельфін та русалка. Не пара, не пара, не пара. І тепер глядачам країни-терориста можна сміливо сказати не hello, а welcome to hell. Якщо живете в пеклі, то й живіть. Вам тепер не дуже раді у багатьох країнах, і не лише країнах Європи. А знаєте чому? То давайте розбиратись. Поїхали! Эта неделя началась с парада, где бункерный крысеныш вылез наружу. Чистый весь его «поднимите мне веки», такой же ботоксный, опухший и с таким же количеством охраны. Оно нам рассказало, что все идет по плану. Позже цинично возложило цветы городам-героям Киеву и Одессе. А в тот же день этот лох, рашистский орк, бомбили Одессу. Путин кладет цветы украинским городам. Это как насильник, протягивающий жертве деньги, или как ваш родственник, заставляющий слушать вас песни постоянно Николая Баскова для души. Это такой же циничный поступок. Просто Путин моральный урод. Ну, как вам сказать, уебище. Ну, хотя многие россияне и ватники скажут, не все так однозначно. Действительно, не все однозначно. Возможно, Путин просто бессовестная мразь. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. В Москве и других крупных городах отменили воздушную часть парадов Победы. Официальная причина – это плохая погода. Да, действительно, мы видим на видео действительно плохую погоду, в кавычках. Как-то солнце сильно светит, ветерок какой-то слабоватый. Погода действительно отвратительная. Как говорится, что людям хорошо, то рашистам смерть. А вот многие самолеты, которые должны были радовать воздушным парадом рашистов, все, не вернутся с украинской земли. Также 9 мая посла России в Польше Сергея Андреева облили краской на кладбище советских воинов в Варшаве под крики «Фашист». Облили красной краской, которая символизировала кровь. Но то, что он сказал, меня шокировало. Значит, это говно утверждает, что это была инсценировкой. Такой же, как в Буче. Ma pan na sobie krew narodu ukraińskiego. Co symbolizuje ta farba? Jak się pan tym czuje? Ja mam na siebie syrop. No. To symbolizuje krew Ukraińców. Krew przelewaną. Symbolizuje inscenizację. W Bucie inscenizację. В России так давно живут в инсценировке нормальной жизни, что они привыкли и не могут представить, как это живется где-то иначе. У них все инсценировка. Сценировка всего. Выборов, политики, экономики, журналистики, президента и даже победы. Кстати, на концерте по случаю 9 мая певица Зара выступила со своей песней. Все было бы хорошо, вот только на фоне показали не только фотографии советских людей той эпохи, но и фотографии двух американских рецидивистов – Бонни и Клайда. В принципе, если это начало новой практики, то у нас есть и другие предложения. Предлагаем разнообразить ассоциативными фотографиями и другие концерты. На концерте ко Дню полиции показывать фотографию Робокопа. Он ведь почти из Робогвардии.
Правильно? На концерте к Дню пограничника показывать людей в пограничном состоянии. Тут подойдет и Соловьев, и Киселев, да и сам Путин. А на концертах Николая Баскова фотографии папы Карла. Ну, потому что у того есть старая шарманка, а, судя по всему, сам Николай недалеко ушел от полена. Далее к конченным новостям РФ. По сообщениям РИА Новости, в штабе украинских минометчиков на окраине села Трехизбенко россиянами обнаружены следы черной магии и сатанинская печать, которая использовала Украина. Без сомнений, украинские войска из отряда имени Альбуса Дамблдора останавливались в этом селе. Вот странно, что они пользовались минометами, ведь не так давно Украина получила от Хогвартса ленд-лиз и несколько тысяч волшебных палочек. А это превратило бы российские войска в деревянных безмозглых болванов. Хотя, возможно, Украина действительно использовала волшебные палочки. Один тот факт, что Дэниел Рэдклифф присоединился к помощи украинцам, пострадавшим от российской войны, и выставил на продажу культовые мантии волшебников. Это должно пугать российских пропагандистов до усрачки. Подождите, пока мы получим посох Гендальфа и заклятие доктора Стрэнджа. А учитывая, что, по словам российских СМИ, в украинских войсках служат еще и каннибалы, то ахалай-махалай, сим-салабим и москалям буля камдза. Мы их съедим. Мы находимся в селе Новоселовка, которое частично заняли наступающие части народной милиции ДНР. И вот конкретно из этого здания школы выбили взвод каннибалов. Вот такую тушенку они здесь ели. Сепардонецкий, томленный. Тут написано с мощами Моторолы. Не содержит излишков скреп. Дата изготовления 06.10.1942 года. Но давайте серьезно. Как рассказала эксперт агентства РИА, в этом рисунке можно увидеть и перевернутый знак анархии, и часть знака СС, руну ЗИГ. Она четко видна в крайнем левом секторе круга, и написанную по-немецки букву иврита «Sein», означающую меч и оружие. Вот только одна поправка. В современном иврите «Sein» означает еще и мужской половой орган в довольно грубой форме. И тут либо это тонкий троллинг украинских минометчиков, либо российские журналисты видят одни члены везде. Куда российским журналистам и дорога вслед за русским военным кораблем. Раз, два, три. Эксплярмус! И еще одна новость конченной России. Ранее американская компания Heard отозвала лицензию российской редакции Esquire, Elle, Men's Health, Harper's Bazaar, Cosmopolitan и Домашний очаг. Но теперь стало известно, что с осени эти журналы продолжат выходить, но с новыми названиями. У нас есть дельное предложение для новых российских названий, а также новая концепция, которая гораздо лучше подойдет для современной России. Итак, начнем. Esquire переименовываем в «Боярин». Ведь журнал о стиле жизни, который ведет современный мужчина. Журнал точно покажет, как из холопа превратиться в боярина. Кому, а главное, сколько для этого нужно занести, там тоже все расскажут. «Эль» становится «Оной». Без иностранных брендов, косметики и средств гигиены. Теперь любая российская женщина сможет почувствовать себя «Оной». Так как «Космополитен» — это еще и коктейль, то и название пусть будет в честь вермута – Вера Михайловна. Благодаря Вере Михайловне ни одна девушка не будет чувствовать себя некрасивой. В журнале будут познавательные статьи для современной россиянки. Как правильно голосовать на выборах, секрет опущенного бюллетеня, неуверенность в завтрашнем дне поможет Единая Россия. Men's Health станет богатырь. А так как в слове «богатырь» прячется Бог,
то и журнал приобретает православные нотки. На обложке первого обновленного издания появится патриарх Кирилл, который расскажет, как и кому надо прислуживать. Журнал о моде Harper's Bazaar станет журналом «Контрафактный рынок». В связи с уходом иностранных брендов россияне точно должны разбираться в подделках, а также уметь их оценить на глаз в кратчайшие сроки. Ну, а журнал «Домашний очаг», надо же, оно тоже иностранное издание, превращается в журнал «Портрет президента Z». Ведь теперь без денег, работы, техники, одежды и прочего только портрет российского фюрера и новая российская свастика делает жизнь россиян уютнее. У нас здесь ремонт. Понятно. Направо. Разберемся. Еще направо. Еще раз направо. Еще раз направо. Здрасте. Здрасте. Георгий Иванович. Российские оккупанты решили переименовать украинский город Луганск в Ворошиловград. Непонятно одно. Зачем трогать украинские города, когда есть российские? Которые помой, одень, обуй, оно ничего не поменяется. Ну, мы же сейчас про Россию говорим, правильно? А раз города в России одинаковые, та же разруха и отсутствие коммуникаций, то лучше всего им давать просто серийные номера. Те, что с заводами, пусть будут завод-град. И раздаешь серийный номер. 503, 504 и так далее. Все города на Урале, которые горят, переименовываем в Искру, Спичку, Уголек. Ну, в зависимости от силы пожара. Курортные города называем также просто. Курорт 1, курорт 2, ну, можно и без слов, просто ценники. А Золотое кольцо переименовываем в Кольцо Всевластия. У каждого города уже есть свой мэр Назгул. И Саурон с ботоксным оком за всем следит. Все будет гораздо удобнее и правдивее. Ну что это я все о России да о России. Есть еще одна страна, в которой, как утверждает птица Говорун, держаться нету больше сил. Держаться нету больше сил. В этой стране есть своя птица. Или, как его называют, чик-чирик. Хотя, по-моему, дятлы не чик-чирикают. Короче, для Украины ленд-лиз, а в Беларуси жополиз. Мы, кстати, обратили внимание, что в союзном государстве, это то, в котором и Россия, и Беларусь, как говорил белорусский КВНщик, получается общая Россия-Русь. Так вот, в России-Руси какой-то птичий заговор происходит. Знаете, как белорусы называют ОМОН? Ложки-петушки. Лукашенко – чик-чирик. Лукашенко и Путин приютили когда-то украинский Беркут. Затем эти все истории про уток и гусей из Украины, которые несут на себе боевой химический заряд, про голубей, которых дрессировал сам Бандера. В телевизоре соловьиный помет, а на гербе двуглавая сиамская курица. Вот вы спросите, в чем логика? Я вам рассказываю. Птицы, они же прямые потомки динозавров. А динозавры – это древние ящеры. Ящеры – это почти рептилии. А рептилии – это рептилоиды. Любите заговоры? Как вам такой поворот? Птица Говорун отличается умом и сообразительностью. Умом и сообразительностью. Еще одна теория заговора. На прошедшей неделе стало известно о загадочной смерти топ-менеджера Лукойла. Александр Субботин пытался вылечить похмелье и для этого пошел к известному московскому шаману, который лечит с помощью духов. Духов, конечно же. Духов в России больше нет, только одеколоны. Шаман лечит с помощью духов, петушиной кровью, опять птица, и жабьим ядом. Снова рептилия. Значит так, Александр Субботин – миллиардер. И вместо поездки в больницу или там санитаров на дом поехал лизнуть жабу. Нет, не Путина. Того он просто целовал. Он лизнул обычную жабу, хотя тоже ядовитую. И как следствие умер при очень странных обстоятельствах.
Хотя, возможно, все-таки и от поцелуя. Субботин не первый труп экс-топ-глав начальников из нефтегазовой отрасли. Не так давно еще двое решили застрелиться, перед этим расстреляв свои семьи. Мне страшно представить, что будет дальше, когда введут 6-й пакет и уломают Венгрию. И тут мы плавненько переходим к рубрике, которая называется «Многоходовочка». Болгария договорилась о поставках природного газа из США. Причем цены голубого топлива будут ниже, чем у российского «Газпрома». Молодец! Россия просто молодец! Переиграли всех! А может, Болгария может договориться с США и поменять российского президента? Ну, пусть он будет немножечко выше российского, но более разумный. Еще одна рубрика «Свадьба недели». Нежданно-негаданно женился Роман Протасевич. Для тех, кто забыл, это тот парень, ради которого белорусские военные развернули самолет, и вместо Вильнюса он прилетел со своей девушкой в Минск. В Беларуси на Романа завели дело, а его девушку, гражданку России, посадили на 6 лет. Но Роман не отчаялся и женился на другой. Про вот эту другую ничего не известно, даже звание, возможно, майор. Ведь Роман под домашним арестом, а значит, надзор должен быть. Так и не удалось увидеть фотографии и видео со свадьбы. Говорят, что вместо каравая Роман надломал режим. Затем долго принимал конверты с доносами от гостей. Свидетели были в балаклавах, чтобы спрятать свои лица. Основным блюдом была баланда. Первого танца тоже не было, так как жених был прикован наручниками к столу, что позволило уменьшить количество конкурсов. Ведущим на свадьбе был Гриша Озаренок. Это сумасшедший пропагандист, который всем обещал, что парад 9 мая он отпразднует в Киеве. Надо ради того, за что можно умереть. Но мы не умрем, мы выстоим, мы не победим, мы не... Виноват. Долбоеб. Хедлайнером вечернего шоу-программы стал сам лично Рыгорович, который выступил со своим знаменитым номером и показал всем, откуда готовилось нападение. Вступать в брак или нет – это личное дело каждого. Другое дело вступать в НАТО. Вот тут Финляндия и Швеция подают заявки на вступление. И оказалось, что для этого недостаточно личного желания, а нужно еще и разрешение Кремля. Причем так думает только Кремль. Песков в очередной раз выдал: очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным. Единственное, что делает континент опасным, это любое расширение России. Вот вам мой ответ кремлевскому сумасшедшему. Что еще должны делать государства с разрешения России? Может, ремонтировать дороги, строить современные города, улучшать качество жизни граждан, обеспечить население водой, электричеством, газом, туалетом. Мания величия Кремля жителей не имеет границ. Слушайте, ребята, у себя бы порядок навели. А может, они просто обижаются, что сами никуда не вступают, а? Во-первых, не вступают, потому что никто никуда не приглашает. А во-вторых, Россия не умеет вступать. Она может только бляпаться, причем в то же говно, что сама и нагадила. Не переживайте, друзья, скоро Кремль увидит границы. Причем установит эти границы Украина. И еще про Беларусь. Там случилось чудо. Обнаружена точка лжи Лукашенко. Это как точка G, только она не внутри, а снаружи. И находится она в Литве. И нет, это не Тихановская. Дело в том, что после парада абсолютно случайная литовка пробралась через охрану и заборы, чтобы пожаловаться белорусскому диктатору, что в Литве все плохо. Заодно она поблагодарила Лукашенко за то, что тот границы открыл, и теперь можно ехать за бензином, за солью и за газом. Простые люди едут, мы что-то у вас приобретаем, и те же самые удобрения, хотя поменьше. И едут люди, у которых зарплата маленькая. Задолбали, я живу в Литве. И знаете что? Тут есть и то, и другое, и третье, и пятое, 10-е, 80-е. Но потом я досмотрела видео и поняла, что эта гражданочка рассказала, что ее лидера в Литве осудили и посадят в тюрьму.
А знаете за что? За шпионаж. А она по его поручению приехала рассказать, как все в Литве плохо. А что литовцу плохо, то Лукашенко смерть, как хочется улучшить. Вот он и сказал. Организуйтесь. Благодарим вас. И скажите, в какую точку на границу вам привезти удобрения, крупу, соль и прочее. Удобрения, крупу, соль и прочее. Странный набор. Я думала, рецепт драников выглядит по-другому. Так вот, оказывается, эта точка Лукашенко находится на границе Литвы и Беларуси. Видимо, это та самая точка, через которую должна была прорваться Тихановская на 150 джипах. Это та самая точка, из которой готовилось нападение. В общем, точка, которая возбуждает больную фантазию старика. Это та самая точка G. Кстати, это не единственная точка, которая будоражит Александра Григорьевича. Есть отдельная лукашистская точка обзора. Тут не важно, какой процент он набрал на выборах. Важно, под каким углом на это посмотреть. А есть и троеточие. Это во имя Отца и Сына и Святого Батьки. І наостанок. Вчора ввечері закінчився європейський пісенний конкурс «Євробачення», на якому виступили усі європейські країни та наш гурт «Калуш» з піснею «Стефанія». Я дуже обожнюю цю пісню. Дякую всім, хто голосував за хлопців з України. Нам дуже важлива ваша підтримка. Україна in my heart. І вони є переможцями для всієї Європи. До речі, Росії та Білорусі на конкурсі не було. Мабуть, вони організують свій конкурс, де вони зможуть вигадувати виправдання тому, всім своїм діям і ставити за це бали. Горіть, суки, в пеклі. На цьому все. З вами була Карина Чернявська. До наступного тижня з Андрюсом. Слава Україні! Обіймаю кожного.